Дискуссия о прародине славян продолжается долгие столетия. В основном она затрагивает временной отрезок 3-2 тысячелетия до нашей эры. Славянство является частью индоевропейской ветви народов. В 4-3 тысячелетии до нашей эры индоевропейцы разделились на 4 группы. Восточные славяне – индийцы, иранцы, армяне, таджики. Западноевропейские – англичане, французы, греки, итальянцы. Славянские – русские, украинцы, белорусы, чехи, поляки, болгары, хорваты. И балтские группы – литовцы, латыши. Однако определение прародины славян до сих пор вызывает споры. Ряд ученых считает прародиной славян земли Нижнего Поволжья, Северного Причерноморья и Среднего течения Дуная. Большинство ученых выделяет земли по среднему течению рек Вислы, Одера и правобережья Эльбы. Славяне расположились на территории между средним течением Одера на западе и окраинными регионами Припятского Полесья и Волыни на востоке, с центром на землях, прилегающих к среднему течению реки Вислы. Предки славян, праславяне, появились на этой местности в середине VI века до нашей эры и уже отсюда распространились по Центральной, Южной и Восточной Европе, дав начало и восточнославянским племенам новой эры. В то время происходит дальнейшее формирование племен. Славянские племена разделяются в 3 направлениях. Западные славяне оседают в Центральной и частично Восточной Европе. Это поляки, чехи, словаки. На юго-востоке Европы – южные славяне, болгары, сербы, хорваты. На востоке Европы – восточные славяне, русские, украинцы, белорусы. В 1 тысячелетии до нашей эры праславяне были вынуждены отстаивать свое право проживать на новых землях. На протяжении долгого периода на территории нападали разные племена. Грозными силами являлись кемерийские племена, скифы и сарматы. Невоинственным скотоводным славянам было сложно отражать атаки воинов-кочевников, и они были вынуждены отходить на север. Поблизости от славян обитали и другие племена. Это были угрофинские народы – мари, мордва, коми, зырян и другие, населявшие северо-восточную часть Европы до Уральских гор и Зауралья. В районах Северного Кавказа проживали предки адыгов, осетин и других горных народов. В Южной Сибири складываются тюркоязычные племена. С конца IV века происходят многочисленные передвижения племен, вошедшие в историю как великое переселение народов. К этому времени многие народы Евразии научились изготавливать железное оружие, использовать лошадей для передвижения и вторжения, создавали боевые дружины. Основными причинами великого переселения народов стали следующие факторы: увеличение численности варварских племен и нехватка земель, объединение отдельных племен в союзы и стремление к завоеваниям, похолодание климата и поиск мест для комфортного проживания, кризис Римской империи. Первыми на территории Восточной Европы сдвинулись с мест германские племена готов. Ранее они жили в Скандинавии, позднее расселились в Южной Прибалтике, но оттуда их оттеснили славяне. Через земли балтов и славян готы пришли в Северное Причерноморье и прожили там 2 столетия. Отсюда они атаковали римские владения и воевали с сарматами. Самым известным и влиятельным вождем готов был Германарих. В 70-е годы IV века с востока на готов надвинулось племена гуннов. Отступая, часть готов переселилась в пределы Римской империи. Гунны относились к тюркским народам. С их появлением начинается господство тюрко-монгольских племен на степных просторах Евразии. Гунны знали изготовление железа, жили в глинобитных домах и полуземлянках, но основой их хозяйства было кочевое скотоводство. В своем движении гунны увлекали всех, кто попадался им на пути. Вместе с ними снимались со своих мест угрофинские племена, алтайские народы. Вся эта огромная орда вначале обрушилась на аланов, отбросила часть их на Кавказ, втянув остальных в нашествие. Тяжелая, закованная в броню, вооруженная мечами и копьями, аланская конница стала существенной частью армии готов. Разгромив готов, кочевники огнем и мечом прошли и по южнославянским поселениям. Спасаясь от гибели,
Люди бежали в леса, оставляя плодородные земли. Часть славян, как и готов, вместе с гуннами также устремилась на запад. Центром своей державы гунны сделали земли по Дунаю. Отсюда они нападали на Римскую империю, наводя ужас на Европу. Своей наивысшей мощи держава достигла при вожде Аттиле. Попытка Аттилы завоевать всю Западную Европу закончилась в 451 году грандиозным сражением в Северной Франции на Каталанских полях. Римская армия, состоявшая из многих народов Европы, разгромила армию Аттилы. Вождь гуннов вскоре умер. Внутри племени начались распри, которые привели к распаду державы. Однако движение народов продолжилось и в дальнейшем. Участниками великого переселения народов стали и славяне, которые именно тогда впервые появляются в документах под своим именем.